Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре гордый средний танк чешский, проходная прокачиваемая ветка СТ-ВЗ-39. Вот такой вот интересный агрегат. Вот, и уже по сложившейся традиции предлагаю сразу пойти посмотреть бронирование данного танка, есть ли здесь броня. Погнали. Итак, вот наш СТ-ВЗ-39. Смотрим броню. НЛД-32. Центральная часть между НЛД и ВЛД-39. 28 ВЛД. Подбашенная рубка у нас 33. Люк мехвода 33. Здесь 49. А на гусеничных полках здесь 59. Здесь почему-то меньше. Ну там лючок. Башня. 61 под башней, 71, щеки 102, 113, рикошет, вот так правильно поставим, нет, не так, 105, вот 119. Лючок 40, это на башне самое ослабленное место, 40, по краям 66. В целом, ну что-то там есть какая-то броня, вот, и даже что-то, наверное, будем иногда отбивать. Вот, боковое бронирование 25, и в принципе это говорит о том, что корпусом мы будем рикошетить и отбивать. Но вот эта часть подбашенной рубки с лючком, это тоже, наверное, мехвод. Вот такое бронирование. Да, сюда будет пробиваться этот пятак. В целом корпус неплохой. Это при танковании. Но вот это убивает все при танковании. Так, по броне выяснили. Брони по сути нету. Чуть-чуть есть в башне. Танковать от брони, от борта можно. Внизу есть, но вот сюда он будет убиваться. Давайте смотреть основные модули, что у нас там интересно. Нам прилагается столько пушек. Вот 60 альфа, 62 пробитие, 115 голдой. Нас, конечно, интересует вот это. 60 альфа, 8,6 пробития основным снарядом, голдой 132, это хорошо. 2,5 секунды заряжается на стойке, ДПМ общий 1440, 0,36 точность, хорошая точность. Время сведения комфортное, 2 секунды, я считаю, это нормально. Вот, по поводу башни, чем у нас там отличается? А какая разница, чем нам все равно ее качать, чтобы поставить топовую пушку. Плюс 20 метров обзора, это основное отличие. Вот, по-моему, по броне, что у нас там, 60, 40, 30, а здесь... стоп, броня здесь почти в 2 раза вырастает. Не однозначно. Идем вначале через башню, пушку. Вот, топовую рацию ставим 100%, каждый метр важен. Вот, ну это средний танк, двигатель 260, на стойке у нас 225, обязательно качайте топовый двигатель, ну и по ходовой тут даже вариантов нету, качайте и все на этом танке, чтобы получать удовольствие на нем, а на нем можно, кстати, получать удовольствие. Вот, по оборудованию, стандартный комплект для СТ-шки, все, что самое правильное мы можем собрать из оборудования, это поставить турбину, просветленку, ну и, конечно же, вентиль, все остальное это не для нашего агрегата, это уж 100%. Вот. А по снарядам. Основной снаряд ББХ летит почти косарь, очень быстрая скорость полета. Вот. Пробитие, ну такое, в принципе, можно что-то делать даже на обычных ББшках. Конечно, на голде это кайф, 132. Летят, тем более у нас подколы здесь почти 1200 метров в секунду. Просто невероятно быстро. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка. Ставите огнетушитель. Вот, желательно автоматически. Ну, поскольку я, как всегда, экипаж не переобучил на эту машину, они у меня с ТВП Т-50-51. Вот, я поставил доп. Паёк. Экипаж, 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевое братство. Дальше качать, как показано в таблице. По пушке у нас что здесь? Минус 10 УВН. И это прикольно. То есть это удобно будет играть. По ХП у нас сколько? 540. Кстати, 540 для СТ-шки на 4 уровне такой чуть выше показатель среднего. По мобильности у нас тут все хорошо. 49 вперед, 20 назад, 16 лошадей на тонну. Вот это, конечно, омрачает. Была бы хотя бы 20, он, конечно, пободрее бы ехал. Но и опять же, эта скорость у нас из-за турбины. Так было бы меньше. По незаметности тут средние показатели 23,8,6 незаметные, там 19% движения.
Вот. А обзор у нас 386, и очень жалко, что у нас есть потери, потому что командир не переобучен на эту машину. У нас 366 метров, так было почти 400. Это был бы вообще must have. Ну да ладно, по плюсам и минусам танка. Танк маленький, кстати. Он реально приземистый, такой не широкий, танк небольшой. Это плюс. По подвижности все равно ставим машине плюс. Вот чуть-чуть мне лично не хватает, может кому-то и прям говорит, вах, персик вообще там. Тоже плюс. По броне, ну это СТ-шка, это не тяжелый танк, и здесь такой плюс-минус. У нас в корпусе нет брони, а вот в башне чего-то чуть-чуть да есть. И каких-то ЛТ-шек и даже СТ-шек на обычных снарядах мы даже что-то иногда будем вытолковывать. В первую очередь за счет вот этих щек рикошетных. Ну и здесь тоже есть какая-то да что-то броня. Вот, по пушке однозначно плюс ставим. Хороший ДПМ, это точная пушка с хорошим пробитием, особенно на голде. Вот, ну в целом все обсудили. Предлагаю уже ехать в бой. Посмотрим, попробуем данную машину, что она из себя представляет. Погнали. Так, попали мы на утес. Попали мы к 5 левелам. Вот, у нас обзор чешского среднего прокачивания танка СТВЗ 39. Вот, 4 левел. Сейчас мы его с вами проверим. Что же это за танчик такой? Размеры у него маленькие, удобные, небольшой танчик. Проверим на подвижность. Ну, подвижность у него посредственная. Ничего сверхъестественного. Обычно СТ-шка 4 левела. Мне даже кажется немного медленновато все. Ну да ладно, полетели. Так, у нас 2 арты, это хорошо. Нужно, значит, светить. Нужно светить. А там будет убивать. Так, на центр едем. У нас все ушли налево. Хорошо это. А там где-то, да, вон танчики направо. У нас вроде ТТшки на балкон заехали. Хорошего ВН позволяет вот такую грязь творить. Эх, не попали, что не нравится. Т-67 расчувствовался.
Сейчас ждем балкон, если. Стоит где-то. А, это, наверное, сушку уехал отсюда. Так, лифа. Вот они. На. На. Надо сводиться. На. 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 Все, готово. Хорошо, мы тут заехали. Нет, сушка умирает, тут даже говорить нечего. Все, ее. Поедем, поищем Черчилля. Там еще товарищ. На. 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 Не попали. Все, Стюк погиб тоже. Эх, бронебойных 3 осталось. Как Стюку-то ковырять. Сейчас агрессация будет. Черчилль едет. Вытаскиваем под нашим. Все, забили до смерти. А где тайпом? 100 портов. Последний. Кстати, 905 настреляли, 348 насветили. Нормалды. Он молодец. Не успеем доехать, я думаю. Сожрут просто. В низине там сидит, ближе к балкону стоит. А вон. Ну ладно, сумма 1200 есть, 2,5 своих хп мы отбили. Ну чё, неплохая машина, подвижная, очень хорошая УВН, достаточно точная пушка, хорошая СТшка. Чешские вообще мне СТшки нравятся, и это не исключение, прям прадед наших топовых чешских СТ, и, блин, он неплохо себя показывает. Блин, ему подвижность чуть побольше, был бы вообще огонь. Ну, в целом, что у нас, командный результат, ну, 3-е место по урону мы взяли, а играли мы с 5-ми левелами. В принципе, ставим твердую 4, хорошая стеха, прям, ну, играбельная, назовем ее так. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас такая штука в ангаре, давно ли вы проходили, и катаете ли вы на ней, да, какой вы используете оборудование. Я считаю, вот это топ оборудование для данной машины, потому что все, что у нас есть в ангаре, мы можем себе позволить на 4-й левел, ну, остальное все говно. Вот этот вариант самый very best. Вот, подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос, приходите почаще на канал, не забывайте Индомита. А я вам говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.